Ученые установили камеру в гроб Джеймса в исследовательских целях. Когда они просмотрели видеозапись, все были потрясены. Джеймс происходил из богатой семьи. Его отец был гуру в сфере недвижимости, который также любил собирать древние артефакты, которые стоили больших денег на черном рынке. Его мать была одним из лучших хирургов в стране. Несмотря на то, что у Джеймса было все необходимое, он был скромным человеком. Он был честным человеком, который сыграл свою роль в том, чтобы сделать мир лучше, безопаснее и счастливее. Когда Джеймсу исполнилось 18, его мать умерла от рака, оставив их с отцом одних. Несколько лет спустя его отец женился во второй раз на красивой женщине, у которой от предыдущего брака была дочь Кэтрин. После свадьбы Джеймс решил пойти по стопам своего отца и сделать карьеру в сфере недвижимости и коллекционирования артефактов. Он быстро добился успеха в этих начинаниях, продемонстрировав деловые качества, которые унаследовал от своего отца. К сожалению, отец Джеймса скончался после непродолжительной болезни, оставив молодого человека одиноким, несчастным и потерянным. К счастью, рядом с ним были его сводная сестра и мачеха. Какое-то время Джеймс скептически относился к тому, чтобы доверять им, но во многих случаях они демонстрировали свою любовь, жертвуя своим временем и ресурсами, чтобы Джеймс был счастлив и чувствовал себя комфортно. Итак, в конце концов, он впустил их в свое сердце, и это показалось ему одним из лучших решений в его жизни. Через 6 месяцев после смерти отца Джеймс вернулся в родительский дом, который он унаследовал. Он чувствовал себя опустошенным и виноватым из-за того, что жил в другом городе, в то время как родительский дом пустовал. Вот почему он решил снова вернуться домой. За несколько месяцев в городе произошли огромные изменения благодаря Джеймсу. Были отремонтированы школы и дороги, а также построена небольшая больница. Джеймс также делал пожертвования менее обеспеченным слоям населения и выделил стипендии многим детям. Все были рады за молодого человека и ежедневно благословляли его. Так продолжалось до тех пор, пока однажды утром жители не проснулись от шокирующей новости о том, что Джеймс мертв. Его сводная сестра Кэтрин пришла навестить его и обнаружила его безжизненное тело, беспомощно лежащее на полу. Несмотря на то, что у нее было ощущение, что он умер, она немедленно отвезла его в больницу в надежде, что интуиция ее подвела. К сожалению, это было не так. Врачи подтвердили, что Джеймс действительно был мертв. Несмотря на все их усилия, врачи не смогли определить причину его смерти. Они объяснили Кэтрин ситуацию и предложили провести вскрытие, чтобы получить окончательный ответ. В самый последний момент Кэтрин вспомнила, что у ее брата были проблемы с сердцем, хотя и в легкой форме. Впоследствии она предоставила медицинские записи, в которых у Джеймса были диагностированы проблемы с сердцем, и объяснила, что, несмотря на то, что он принимал лекарства от этого, его болезнь возможна и стала причиной его смерти. Поэтому она сочла, что необходимости во вскрытии нет. Кроме того, Кэтрин знала, что ее брат всегда был противником вскрытий. Он считал, что они нарушают принцип человеческого достоинства. Поэтому она была полна решимости не позволить им осквернить убеждения ее любимого брата. Перед выпиской из больницы Кэтрин распорядилась, чтобы тело ее брата хранилось в морге, пока она не придумает, как организовать его похороны. Всю ночь Кэтрин не находила себе места. Она хотела почтить память своего брата в последний раз, поэтому зашла в интернет, чтобы поискать, как это сделать. Именно тогда она наткнулась на статью. Это была статья об ученых, которые исследовали тела погибших. Прежде чем сделать выводы, они в течение года наблюдали за ними. Кэтрин знала, что научные исследования – это идеальный способ почтить память ее покойного брата, который страстно желал изменить мир к лучшему. В тот вечер Кэтрин связалась с учеными и сказала им, что они могут использовать ее брата для своих исследований.
Они прислали ей на подпись необходимые документы и пообещали солидную компенсацию, которую Кэтрин пообещала передать местному сиротскому приюту. Рано утром следующего дня Кэтрин организовала похороны своего брата. Церковь была переполнена. Это показывало, как сильно люди любили Джеймса. Перед тем, как положить труп в гроб, ученые прикрепили камеру к стенкам гроба. Эта камера могла записывать и передавать отснятый материал непосредственно на их компьютеры в течение года, пока не сядут батарейки. Чтобы обеспечить регулярное получение обновлений, они установили время записи на 7 часов вечера. Траурная служба была торжественной и продолжалась около часа. К концу церемонии у всех были опухшие от слез глаза. После похорон Кэтрин поехала в дом своего брата, где ей теперь предстояло начать жить. Тем временем ученые с нетерпением ожидали 7 часов вечера, когда камера начнет снимать первые кадры. Они все собрались у экрана, ожидая увидеть, что же будет запечатлено на нем. Как только часы пробили 7, камера начала транслировать прямую трансляцию. Через несколько секунд после просмотра видео ученые вскрикнули от удивления. То, что они увидели, было необъяснимо. Они немедленно сделали копию видеозаписи и поспешили покинуть лабораторию, прежде чем отправиться в полицейский участок. Ни один из них никогда не был свидетелем такого пугающего инцидента. На следующий день около полудня Кэтрин была в доме своего брата, наслаждаясь бокалом дорогой текилы. Внезапно она услышала вдалеке звук сирены, и, прежде чем она успела среагировать, во двор перед ее домом въехал полицейский фургон. Нервно вскочив на ноги, она поспешила им навстречу. «Здравствуйте, офицер», — поздоровалась Кэтрин, изобразив улыбку, которую даже ребенок смог бы разгадать. «Мы здесь из-за одной мисс Кэтрин», — сказал один из офицеров. «Да, это я. Чем я могу быть полезна?» — нервно ответила девушка, а ее руки начали дрожать, и она быстро спрятала их за спину. Еще до того, как полиция смогла объяснить, зачем они пришли к ней домой, Кэтрин начала вести себя подозрительно. «Что вы здесь делаете? У вас есть ордер на обыск?» — спросила девушка. Затем она быстро подбежала к двери и широко раскинула руки, не давая полицейским войти, хотя они еще даже и не пытались войти. «Я знаю свои права. Здесь ничего нет», — продолжала она кричать. То, что произошло дальше, потрясло ее до глубины души. Полицейские сказали Кэтрин, что ее разыскивают, потому что подозревают, что она имеет какое-то отношение к смерти своего брата. При этих словах сердце Кэтрин подпрыгнуло, и она мгновенно побледнела. Стеклянная чашка, которую она держала в руках, выскользнула из ее рук и разлетелась на сотни осколков. В тот момент она поняла, что нет смысла лгать и притворяться, поэтому решила признаться, надеясь, что правда освободит ее. Она призналась, что в ее намерение никогда не входило лишать жизни своего брата. Все, что ей было нужно, это ценные артефакты, которые он хранил. Она призналась, что подсыпала снотворное в его кофе и обыскала весь дом в поисках артефактов, но ничего не нашла. Когда она вернулась в комнату Джеймса, пытаясь угрозами заставить его рассказать, где находятся артефакты, стало очевидно, что он больше не дышит. Зная, что ее обвинят в убийстве, она сочинила историю о том, что у Джеймса больное сердце, и даже показала врачам поддельные документы, подтверждающие ее заявление. И чтобы еще больше замести следы, она отказалась от вскрытия и вместо этого отдала Джеймса ученым для проведения исследований. «Я не хотела его убивать. Это была ошибка», — взмолилась Кэтрин. Но как раз в тот момент, когда она подумала, что хуже уже быть не может, произошло то, что потрясло ее до глубины души. Пассажирская дверь полицейской машины внезапно открылась, и Джеймс вышел из нее навстречу своей сестре, которая безудержно дрожала. Кэтрин была в шоке, не в силах пошевелиться или даже моргнуть. Она стояла неподвижно, отчаянно желая, чтобы все это оказалось просто ночным кошмаром. К несчастью для нее, это было не так. Накануне вечером ученые были ошеломлены.
увидев, что Джеймс пытается выбраться из своего гроба, когда они просматривали запись с камеры наблюдения. Действие снотворного закончилось, и он проснулся, в ужасе обнаружив, что находится в гробу. Ученые немедленно отправились в полицейский участок и объяснили ситуацию. Вместе с полицейскими они раскопали гроб Джеймса и обнаружили, что он жив и пытается дышать. Затем они доставили его в больницу, где его состояние стабилизировалось. Оказывается, Джеймс уже некоторое время подозревал свою сводную сестру, поэтому отнес артефакты на склад и спрятал их там. Кэтрин умоляла своего брата прекратить дело, но он знал, что она не заслуживает пощады. В итоге она предстала перед судом и была приговорена к тюремному заключению. Дорогие зрители, что вы думаете о том, что Джеймс подал в суд на свою сводную сестру? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.